Из этого песочно-молочного теста можно сделать мягкое нежное печенье с начинкой, например, с вареньем. А если раскатать тонко и подержать в духовке подольше, получится хрустящее печенье. Или просто раскатать не тонко, и печенье получится обычное мягкое. А еще печенье из этого теста очень вкусно окунать в молоко. К одному сырому яйцу добавляю стакан сахара 220 грамм, половину чайной ложки соды, щепотку соли и на кончике чайной ложки ваниль или пакетик ванильного сахара. И все хорошенько перемешиваю. В этом рецепте миксер не использую. А теперь добавляю полстакана кефира, простокваши или йогурта и еще раз перемешиваю. Сода вступила в реакцию с кисломолочным продуктом, и на поверхности появились пузырьки. А теперь добавляю 100 мл растительного масла без запаха. А еще 3 стакана муки по 160-170 грамм. Добавляю в несколько приемов, чтобы было легче перемешивать. Перемешиваю ложкой, а когда становится неудобно, начинаю перемешивать рукой. Тесто долго месить не надо, просто смешать до однородности. А так как у меня крупное яйцо, пришлось добавить 1 столовую ложку муки. Получилось тесто гладкое и однородное. Делю на 4 части, буду использовать 2 части из них, а 2 остальные отправлю в морозилку на потом. Кусочки теста хорошо обваливаю в муке, складываю в пакет, подписываю, что это, и отправляю в морозилку. А теперь подпыляю стол мукой и раскатываю тесто. Толщина теста у меня миллиметра 2-3, не толсто и не тонко. Печенье в духовке еще поднимется. А теперь тесто нарезаю ножом на полоски, чтобы получились палочки, и укладываю на противень на пергамент. Выпекаю в духовке при 180 градусах минут 20-25. Дно печенья зарумянилось и готово. А вы на канале готовим с вами вместе. Получилось нежное мягкое печенье. А теперь приготовлю печенье с начинкой, с вареньем. Подпыляю стол мукой. Сверху на тесто тоже немного муки, чтобы тесто не прилипало к скалке. И раскатываю тесто толщиной 1-2 мм и нарезаю на прямоугольники. Использую сливовое варенье. У меня оно с кусочками, поэтому я измельчила погружным блендером и добавила на 2 столовые ложки варенья 1 чайную ложку крахмала. Такое варенье точно не вытечет. А еще мне нравится сочетание сливового варенья и лимонной цедры. Выкладываю варенье посредине прямоугольника теста тонкой полоской и на него добавляю немножко лимонной цедры. Складываю прямоугольник вдоль пополам и защипываю, закрываю края. Укладываю на противень на пергамент и отправляю в духовку при 180 градусах минут на 20-25. Дно печенья зарумянилось и готово. Очень нежное и мягкое печенье получилось. Из песочно-молочного теста получается очень вкусное печенье. Попробуйте приготовить. Это очень просто. А если понравился мой рецепт, то поставьте лайк, поделитесь с другом и подпишитесь на мой канал. А с молоком очень вкусно. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием.